Буквально кропаль нам не хватило. Так, а ну, по вышке лупани, магический лучник. Смотрите, как он по вышке лупит. Мини-пека, походу, не достает. Да, ни хрена она не достает. Тут подкидываем варварскую бочку. Прожимаем ее. Смотрите, какой сейчас пошел разнос. А ну, отпрыгивай. Ну, это просто какое-то издевательство. Смотрите, это реально полное издевательство над человеком. Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы поиграем очень неожиданной и любопытной колодой с големом, и заодно попытаемся апнуть 13 тысяч кубков. Вот как выглядит наша дека, голем за 4,4 эликсира. В принципе, вы могли уже ее видеть в предыдущих моих роликах, но здесь произошла одна очень существенная замена. Я взял героя магического лучника вместо героя колдуна. И, короче говоря, полностью вся суть колоды и вся наша стратегия кардинально изменилась. Поехали первую каточку, ну и сами все увидите. Меня даже в комментариях некоторые говорили, что грибная колода, Аледжо гриб, фу таким играть, типа один сплэш. Ну, лично я не вижу ничего плохого в том, что в колоде много сплэша, но а что тут такого? А другие играют с кучей спама, чем они лучше? Для того, чтобы контрить спам, мне нужен сплэш. Вот и все логично, я не знаю. Это же не элитки. Что в этой колоде такого, я не знаю, зашкварного, так сказать, ребята, скажите мне. Ну, теперь я взял сюда магического лучника, так что сплэша, может, у нас станет поменьше, но зато у нас появляются новые преимущества. В предыдущем ролике я, кстати, получил магического лучника, потратил на это 2000 гемов, открыл кучу сундуков, получил кучу наград. Вот, короче говоря, посмотрите прошлый ролик, кто не видел. Я думаю, не пожалеете. Итак, поставили мы сборщик эликсира, воспользовались тем, что соперник потратил яд. Вот, за счет магического лучника можно оппонента разводить на заклинание. Он потратил свой яд, и мы сразу беспрепятственно ставим сборщик эликсира. Ну и также, как всегда, крутимся до двух эволюций. Так, эволюция дракончика, походу, у нас есть. Давайте так вот поставим магического лучника возле мостика, чтобы наносить халявный урон по вышке, а теперь можно и отпрыгнуть. И вот так вот все, не надо брезговать ставить магического лучника возле мостика, халявный урон нам никогда не помешает. Самое главное, случайно не активировать главное здание, потому что если не вовремя поражает способность, магический лучник элементарно просто активирует главное здание. Так, все, прокрутились мы до двух эволюций. И сейчас я уже буду ставить голема. Так, давайте законтрим этого рыцаря. И можно уже, конечно, ставить голема и будем атаковать. За счет магического лучника очень классно проходить защитные здания. Так, не обращаем внимания на кабанов. Сейчас была бы ошибка на этих кабанов как-то рыпаться. Магического лучника тоже пока что не ставим, потому что он его ядом убьет. И идем в нашу атаку. Голем. Сзади эволюция дракончика, сзади эволюция валькирии. И как мы будем проходить эту Теслу? Я думаю, вы догадываетесь. Вот так вот сейчас поставим магического лучника. И все, и все. Теслу мы проходим просто элементарно. Так, закидываем бочку, прожимаем сразу способность. И смотрите, что делает магический лучник. Он еще и кабанов законтрил. Ну просто имба-карта. Это даже лучше, наверное, чем герой-колдун. Так, давайте. Даже там нам ничего не надо, походу это трешка. Так, давайте варварскую бочку закидываем. Раз, два. Варварская бочка на главное здание героя. Это гарантированный урон. Все. Вот так вот эта колода действует. То есть я уже думаю, что реально магический лучник уже покруче героя колдуна. Но недооцененная карта, и еще мало кто играет. Возможно, будут потом магического лучника в следующем сезоне фиксить, скорее всего. Но пока что он имбовый, я думаю, что надо скорее вам стараться его разблокировать. Надо уже тратить свои гемы, чтобы его получить. И наслаждаться этим крутым героем. Так, давайте я сейчас вам покажу, как можно законтрить магического лучника. Ставим вот так вот лучника. Вот так вот отпрыгиваем. Точнее, как законтрить мега-рыцаря. Немножко тут заговариваюсь. Вот так вот мы контрим мега-рыцаря, просто издевательским способом. Тут закидываем лозу. Так, все для нас замечательно. Крутимся потихоньку до эволюции, но вот тут вот сейчас может быть такой неприятненький момент. Так, закидываем раз бочку, закидываем второй раз бочку и
Но тычку все-таки пропустили, ладно. Сейчас будем ставить сборщик эликсира, как всегда. Ну, сборщик эликсира, соответственно, мы будем ставить за правой вышкой, потому что на левой уже больше урона мы пропустили. Он сейчас закинет свой шарик. Ну, даже если мы башню потеряем, то это, в принципе, не страшно. Нам самое главное прокрутиться до 2 эволюций. Так, давайте вот так вот сделаем. Смотрите, пусть прыгает Мега-рыцарь. Мега-рыцарь прыгнул. Ставим сзади мини-пеку. И все, я думаю, даже вышка сейчас у нас выживет. Ну, вышка, да, вышка выжила. Давайте тут подкидываем дракончика. Прокрутились мы до эволюции. Ведьму убили. Так, лозу закинули, смотрите. А ну-ка, лозу закидываем. Лоза на лозу. И мы еще в преимуществе, ребятки. Да, так вот мы еще в преимуществе. Сейчас у нас время позднее. Я, как всегда, сутки почти не спал, поэтому немножко туплю. Но даже в таком убитом состоянии вы видите, как эта колода работает. Так, давайте ставим голема. Он сейчас будет добивать нам, скорее всего, левую сторону шариком. Да пусть добивает, в принципе, пусть добивает. Так вот, просто ставим магического лучника. Вот так вот, чтобы он доставал и заодно шел по правой стороне. Все отлично. Приходится нам Валькирию тут немножко сливать. Конечно, не хотелось Валькирию сливать. Магический лучник отпрыгивай. Так вот, красавчик. Тут подкидываем дракончика. И, кстати, вот так вот смотрите, можно на главное здание всегда закидывать героя в варварскую бочку. И это всегда халявный урон. Все, это всегда халявный урон, ребята. Так, ну что, будет ли у нас трешка? Да, это и двушка, и трешка. Ну, просто шикарно идем. Смотрите, даже не напрягался. Хотя, в принципе, 13 тысяч кубков сейчас взять это неплохой результат. Некоторые ютуберы, понятно, уже взяли, но я ж не такой крутой. Когда у меня плохое настроение, я иду записывать ролики на YouTube. А когда у меня хорошее настроение, я просто лежу, втыкаю и ничего не хочу делать. Ну, как вы поняли, сейчас у меня такое хреновенькое настроение, какой-то немного депрессняк накатывает. Блин, не знаю, как-то хреново на душе, поэтому решил сейчас записать видосик. Надеюсь, немножко мы сейчас затащим. Так, у соперника тоже магический лучник. Убиваем его. В принципе, неплохо у нас так пропушил, но, опять же, это несущественно. Самое главное нам прокрутиться до 2 эволюций. Давайте главное здание сейчас активируем. Поставим вот так вот магического лучника. Не успел я, к сожалению, немножко я тут затупил. Ну да ладно, не суть важно. Сейчас будем ставить сборщик эликсира. Так, ну, прожимать способность не вижу смысла. Показал он нам свое здание. Так, будем знать, что у него адская башня. Ну, с таким магическим лучником проходить адскую башню, я думаю, что нам труда не составит. Вот так вот просто поставим лучника вот так вот на центр. И он будет по этому зданию лупить, и все. Вот и все. Кинем лозу, кинем варварскую бочку, лучника. Я думаю, что адскую башню мы без проблем пройдем. Так, давайте сразу законтрим магического лучника. Ну, нанес он тут тычку по вышке. Ну, в принципе, авантюрно немножко играет наш соперник. Так, проходим его защиту. Сейчас немножко наваляем. И будет самое время у нас ставить голема. Так, дракончика он пропускает. И, в принципе, все для нас хорошо складывается. Так, ставим голема. На лучницу внимания не обращаем. Самое главное сейчас пройти эту адскую башню. Я надеюсь, что он ее как-то по-тупому поставит. Посмотрим, что из этого выйдет. Немножко переживаю. Свою вышку мы удержали. Это немаловажный момент. Ну, теперь надо и босс носить. Тут еще мега-рыцарь. Это неприятно. Так, лоза. Так, ну, в принципе, не совсем у нас получилось пройти его адскую башню, но, тем не менее, это минус башня. Адскую башню, конечно, мы не очень прошли, но это минус вышка. Так, кидаем лозу, магический лучник отпрыгни на всякий случай. Да, красавчик, смотрите. Хорошо ты отпрыгнул, еще по вышке достает. Ну и все, очередная трешка. Ну я просто в шоке с этой колоды, ребята. Я даже ничего не обрезал, вот реально 3 победы подряд. Я просто тут делал небольшую паузу, чтобы
немножко тут высморкаться, извините за выражение, потому что горло болит, нос забитый. Ну а так у нас, как вы видите, вот 3-0, 3-1, 3-0. Эта дека просто разрывает. Хотелось бы, кстати, мне очень получить вот этот эмодзи за путешествие клана за 6000 корон, блин. Вот как раз мне, големоводу, кровь из носу, нужен этот эмодзи. Но, к сожалению, только 4000 корон мы набили. Причем я, смотрите, блин, сколько я набил корон. Но очень у нас в этот раз плохо набиваются коронки, так что останемся мы без эмодзи. Это, конечно, очень плохо. У меня есть, кстати, эмодзи на голема. Давайте сейчас вам покажу. Вот такой вот есть у меня эмодзи на голема крутой. Рокерский. Сейчас такая у нас тематика рокерская в Clash Royale, музычка рокерская. И такой рокерский голем у нас. Ладно, поехали, не будем бэмить. Поехали. Так, у него, возможно, колода с гиг-скелетом. Это есть такое предвкушение. Да, скорее всего, это гиг-скелет с кабанами. Я так подразумеваю, сейчас такая колода популярна. Так, пропускаем магического лучника. Точнее, колдуна пропускаем, ну извините, туплю, блин, туплю. Опять же, не спал 100 лет, 100 зим. Немножко вареный. Так, кидаем тут лозу. Кабанов законтрили. Молнию он потратил, поэтому мы беспрепятственно поставили сборщик эликсира. Ну, дека неприятная у него, но я такую деку обыгрывал. Без проблем я ее недавно обыгрывал, она мне уже попадалась. Так, нормально. Нормально. Сейчас можно еще магического лучника как-то поставить у мостика. Давайте. Чтобы нанести халявный урон. Нет, не пришлось нам ставить лучника у мостика. Так, опять же, прокрутились мы до 2 эволюций. Гриппа Леджо, ой, такой-сякой в комментариях сейчас напишут. Ну, не знаю, мне лично эта колода нравится. Не знаю, что тут такого грибного вы увидели. Да, много сплэша, но не знаю, но играть реально по кайфу этой колодой. Так, если он сейчас не будет своих кабанов прокидывать, то давайте ставим голема. Так, кабанов он не прокидывает. Кабаны у него, походу, там уже на эволюции, либо еще нет. Ставим голема. У нас преимущество по эликсиру. Подкидываем валькирию. Кстати, это у него другая колода. Походу, тут нет скелета. Ставим магического лучника. Вот для этого нам он и нужен, чтобы такие здания элементарно уничтожать. Ну, поздно кидать молнию. Что тут твоя молния уже сделает? Магическому лучнику там пару секунд надо, чтобы с этой молнией справиться. Так, давайте еще одного магического лучника тут подкидываем. Неплохо он, конечно, защищается, но я думаю, что это в любом случае минус башня. Да, минус башня, магический лучник его добивает. Немножко хреново я комментирую, как вы поняли. Ну, самое главное каточки увидеть. Самое главное понять вам суть геймплея. Так, лоза. И даже его летающие кабаны не долетели. Все, вот так вот изи. 4-я победа подряд. Молния ему не помогает. Блин, ну я в шоке. Я в шоке. Если сегодня у нас будут чисто одни победы в этом видосе. Так. Я вообще не думал, что 13к мы сегодня апнем. А если так все будет продолжаться, мы их реально апнем. Так, у нас уже сколько, смотрите. 12823. Это, между прочим, мой персональный рекорд. Поехали в следующую каточку. Так, попадается нам вроде бы неплохой соперник, какое-то там 9000 место занимал. Но я хочу сказать, что в моменте, когда-то был такой момент, что я даже на 7000 место выходил. Так что я тоже, можно сказать, не совсем нуб. 9000 местом нас не удивишь. Так, попадается пека, бандит, катаран. А ну-ка, магического лучника мы уничтожим, вот так вот по красоте. Давай, отпрыгивай, братанчик, отпрыгивай, пока ты будешь... Ой, блин, ну я забыл про вот эту активацию главного здания. Все так неплохо шло. Ну, такой есть недостаток у магического лучника, как у огненной лучницы. С его помощью очень легко активировать главное здание. Вот это главный недостаток. Не знаю, честно говоря, как нам сейчас от пеки защищаться. Голема ставить или что. Не знаю, как пеку нам законтрить.
Немножко мы тут в просак попали. Давайте отдадим ему, наверное, правую сторону. Тут скинем лозу. Жалко, жалко, конечно, мини-пека тычку не сделала. Блин, ну я не знаю, я тут в этом поединке как-то очень жестко затопил. Что-то все пошло не по плану. Ну, когда соперник вот так вот наглую пеку ставит с мостика, как-то сложно защититься, я не знаю. Как мне было? Надо было, наверное, голема ставить и все. Я что-то думал, что без голема защищусь, но это была моя ошибка. Ладно, в любом случае, будем сейчас ставить голема. Я думаю, что есть у нас шанс его все-таки пропушить. И не такие камбэки делали. У меня были такие ситуации, что я 2 боковые вышки потерял. И потом бац, с одной проходки его вынес на трешку и сделал счет 3-2. Поэтому эта колода может просто лютые камбэки делать. У него обычная пека, к счастью, у него не эволюция. Поэтому будем надеяться, что все у нас получится. Так, ставим магического лучника. Фаербол полетел. Ожидаемый фаербол. Так. Надо пеку быстренько забить. Так, ребята, ну, отпрыгнем. Так, это, конечно, плохо, друзья. Ставим голема. Ну что, друзья, не знаю, против пеки, к сожалению, мы продули. Но, допустил я там ошибку, блин. Да, пека, как ни крути, это для голема контра, блин, неприятно, неприятно. Поехали в следующую каточку. Ну, на старте он скинул с мостика пеку. Я не смог защититься. Ну и дальше все уже пошло по пи, так сказать, по пи. Давайте ставим магического лучника. Так вот с мостика. Нанесем халявный урон. А ну-ка, братанчик, отпрыгивай. Только главное здание не надо активировать, как ты умеешь. Так, валечка. Немножко не попадает у нас магический лучник по печке. Нужно было и попасть. Так, тут лоза. Не хочу мини-пеку тратить. Ну, тут мини-пеку можно потратить. Так, нормально. Ну, просто, если вы просядете по эликсиру, то это, конечно, габелла полная. Но самое главное в этой колоде не проседать по эликсиру. Так, магический лучник, спасай нас. Ситуация критическая, магический лучник, спасай. Ладно, пока живем. Ну, блин. Не получилось немножко. Так, подкидываем валечку. Подкидываем здесь дракончика. Так, сейчас придется нам лозу срочно заюзать. Кидаем лозу, успеваем, я надеюсь. Так, нормально, успели скинуть лозу. Все, живем, живем, слава богу. Пока что живем, но, блин, соперники жесткие. Это очень много здесь таких соперников, которые чисто пытаются продавить грубой силой. Ни одной атакующей карты, просто набирают в колоду какую-то мини-пеку плюс мега-рыцаря и пытаются тебя тупо грубой силой подавить. Вот, блин, таких соперников почему-то просто дофигища стало. Так, печку убиваем. Ага, печку не убили. Ну что мне тут делать? Давайте ставим голема. Просто грубой силой пытается прорваться тупо. Ни одной атакующей карты. И я просто таких терпеть не могу уродов, честно говоря. Хочется мне его наказать жестко. И мега-рыцарь. Миллион карт против голема. Все. Эволюция Валькирии там. Это, блин, просто трэш какой-то. Просто трэш. Но если тебе попадется спамер какой-то. Вот реально попадется этому сопернику спамер. И что ты дальше будешь делать?
Что ты против спамера сделаешь такой колодой тупой? Просто тебе везет, что голем против тебя попался. Конечно, против голема легко защищаться. Так, магический лучник начинает отрабатывать. Молодец. Блин. Нафиг. Плохо, что у него разряд оказался. Вы видели, как магический лучник отрабатывает? Это просто жесть. Давай еще лучник, наваляем. А теперь отпрыгни. Молодец, отпрыгнул. И по вышке лупанул. Так, живем. Мини-пека. Лоза. Блин. Что за бред? Так, 2 поражения подряд. Немножко перехвалил я колоду. Ну, поехали дальше. Бывают такие огорчения в жизни. Но это не самое страшное, что бывает. Поэтому не обращаем внимания. Поехали дальше. Попадается быстрая дека. Шахтером. Ну, магический лучник в прошлом поединке очень классно отрабатывал. Ну, буквально чуть-чуть нам не хватило, чтобы вырвать какую-то героическую победу. Да, буквально кропаль нам не хватило. Так, а ну, по вышке лупани магический лучник. Смотрите, как он по вышке лупит. Мини-пека, походу, не достает. Да, ни хрена она не достает. Тут подкидываем варварскую бочку. Прожимаем ее. Смотрите, какой сейчас пошел разнос. А ну, отпрыгивай. Ну это просто какое-то издевательство. Смотрите, это реально полное издевательство над человеком. Да, на ровном месте полбашни ему снесли. Так, вот это, конечно, неприятно он закидывает. Ну, тут мы скидываем лозу. У нас другого выбора нет. Мини-пека сделает сколько? 2 тычки. Ну, прочитал он то, что у нас эликсира нету. Так вот тупо скидывает с мостика мини-пеку. Но, тем не менее, в небольшом преимуществе по элику мы остаемся. Сейчас поставим сборщик. Сборщик, естественно, ставим за левой стороной. И ждем действий от нашего соперника. Но у него варвары. Так как у него варвары, то нам сейчас очень важно его пропушить как можно сильнее. Так, мини-пека. Мини-пека, спасай наш сборщик. Так, более-менее спаслись. Тут давайте подкинем дракончика, чтобы прокрутиться. Ну и будем его пушить. Конечно, вариация с героем-колдуном, наверное, более жесткая в плане атаки. Но вы видите, что у магического лучника свои преимущества. И эти преимущества, наверное, даже посильнее будут. Можно вот так вот с мостика поставить юнита. И навалять. И также магический лучник, смотрите, очень классно вот так вот лупит на 2 стороны. Так, отпрыгивай. Угу, красавчик. Так, все нормально. Потратил он свою мини-пеку. Сейчас он будет, конечно, делать ставку на варваров. Я думаю, что варвары ему не сильно помогут. А ну-ка. Сейчас самое важное принцесску по-быстренькому убить. Так, ты же ее убьешь? Да. Красавчик. Убил принцесску. Так, сюда подкидываем варварскую бочку. Сразу прожимаем. Разменялись мы сторонами. Кидает он судорожно всю защиту. Ну, как бы смысл уже тут защищаться, когда уже гарантированная минус вышка. Так, подкидываем тут дракончика. Тут смотрите, какая атака на главное здание пошла. Можно еще вот так вот издевательски магического лучника поставить. А ну-ка, магический лучник лупи. Отпрыгивай. Не успел отпрыгнуть. Ну ладно, тем не менее... Все равно у нас хороший урончик прошел. Вот это да. Так, давайте лозой убьем принцесску. И будем ставить голема, естественно, на боковую вышку. Давайте вот так вот ставим голема. Прокидываем сразу бочку. Ну что ты сделаешь? Что ты тут сделаешь? А ну, покажи, удиви нас. Ты сможешь защититься? А, 238 хп. А ну, отпрыгивай сразу. Лупи! Красавчик. Красавчик. Магический лучник зарешал. Ну, вот эта каточка мне понравилась. Ямайка. Даже с таких экзотических стран играют в Clash Royale. Поехали дальше. Не знаю, наверное, в этом ролике, конечно, 13 тысяч кубков мы не возьмем. Но суть колоды вы примерно понимаете, блин. Главное, не пишите, что я гриб. Кстати,
Мне один человек написал в Telegram даже такой комментарий, что ему очень понравилась моя колода, что он с ней там немного так поднялся. Так что это было приятно, что реально один человек написал мне прям в телегу лично, что, блин, колода класс, мне она очень понравилась. Так, ну а тут мы играем против спама. Ну вы видите, что у соперника просто куча спама. Просто куча спама. Так что, почему я не имею права взять кучу сплэша? Это же не моя прихоть, это меня просто спровоцировали. Так, сейчас прожмем бочку. Смотрите, соперник немножко тупанул, пропускает в альфу. Так, вот этот куст сирени, конечно, неприятная штука. Наваливает. Но пока что мы в преимуществе. И, кстати, насколько я помню, тяжелых заклинаний в этой колоде нет. Так что... Так, магический лучник отпрыгивает. Лупи. Да, магический лучник нас немного разочаровал. Я не знаю, почему вышка лупила по какой-то фигне. Нельзя было лупить сразу по дратисту, что ли. Ладно, ставим сборщик. Кстати, возможно, у него даже никаких зданий нет. У него нету тяжелых заклинаний. Так что я думаю, что ничего страшного, что мы башню потеряли. А, у него ракета. Вот это что-то интересное. Скажи, что еще здание у тебя защитное, я тогда вообще удивлюсь, если у него еще здание какое-то кажется. Так, давайте тут подкидываем мини-пеку. Тут варварскую бочку. Так, лоза. Так, разменялись. Ладно, все, нормально. Не все так страшно. Разменялись мы сторонами. Так, давайте ставим голема. Хотел магического лучника с мостика поставить, но понял, что это авантюрная затея. Магического лучника мы, наверное, вот так вот поставим. А ну-ка. Не знаю, как по мне, бесполезная ракета. Зачем тут ракету скидывать? Это такое себе решение. Так, покушение на магического лучника. Надо срочно отпрыгнуть. И красавчик, еще по вышке лупани. Молодец. И это победа. Так, ребята, сейчас мне надо опять тут высморкаться. Болею, честно говоря. Неприятно. Так болею уже несколько дней. Но трешка есть. Трешка есть. Отлично. Вернули свои кубки. Было 2 поражения подряд. Теперь, наконец-то, мы возвращаем свои трофеи. И у нас уже... Сколько у нас? 2800... 12824. Так, друзья, с облегчением меня, ну реально как-то хреново себя чувствую, насморк, горло болит, температура. Но, когда хреновое настроение, опять же, надо записывать ролики. Поэтому решил сейчас их записать, и уже даже настроение вот так вот немножко уже поднялось. Так, еще 2 шахтера нам дают с такого сундучка. Давайте, наверное, сделаем сейчас последнюю победу и будем заканчивать этот ролик, потому что он и так уже, наверное, у нас на минут 25 получится. Ну, а 13 тысяч кубков мы будем делать уже в следующем видосе. Самое главное, лайк, комментарий, ну и старайтесь смотреть видос до конца, потому что чем больше удержания аудитории, тем больше YouTube продвигает видосы. Так, давайте нанесем халявный урон. Красавчик, конечно, магический лучник. Тут скинем лозу. Смотрите, какое просто издевательство пошло над соперником. А ну отпрыгни. Отпрыгни. Может, мы сейчас добьем? Не, ну ребята, это шикарно. Даже несмотря на то, что мы пропустили эту летучку, в принципе, магический лучник просто отлично отработал. И я не жалею, что пошел на этот размен. Мы все равно в плюсе небольшом, на 500 хп в плюсе. Так вот. Если бы не летучка, мы бы вообще там были просто в гигантском преимуществе. Мега-рыцарь, это, конечно, неприятно. Мега-рыцарь это очень неприятно, особенно если у него там будет эволюция. Но эволюция у него будет 100%. Эволюция Мега-рыцаря контрит нашего голема. Желательно, чтобы он ее как-то слил до нашей атаки, как-то его развести бы на эту эволюцию Мега-рыцаря. Но вот как это сделать? Ну, это большой вопрос. Так, ставим магического лучника.
Тут ставим Валькирию. Пока что непонятно, какая у него там атакующая карта. А может у него вообще атакующей карты никакой нету. Может он просто так захотел проатаковать без атакующей карты. Лоза. Магический лучник отпрыгивай. Ну ладно, развели мы его на Мега-рыцаря. На Мега-рыцаря мы его развели, но... урона мы сейчас пропустим очень много. Ладно, а ну отпрыгни. Не успел отпрыгнуть. Сейчас будем атаковать. Все нормально, все нормально. 50 секунд, с головой хватает. Но желательно идти в атаку где-то минимум за 45 секунд до конца. Если вы там пойдете в атаку за 30 секунд до конца, ну тупо не успеете. Так, наша коронная атака. Голем, эволюция Вальки, эволюция дракончика. Лоза. Магический лучник. Давайте еще одну Валькирию. Мини-пека. Отпрыгнуть. И вот такой финальный штрих. Все, продавили, отлично. Все-таки мы его продавили. Ну, защищался он просто как мог, как сумасшедший. Но мы его продавили. И сделали тоже, ребята. Ну, просто шикарно. За такое можно лайкосик поставить. Ну, согласитесь, что эта колода намного лучше, чем с героем-колдуном. Так, и мы уже подняли 12 тысяч. 12 853. Все вот так вот. Шикарно, я считаю. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч в эфире.